Так, план на следующий год. Какой он? Ну, надо стараться соблюдать ТБ. Хотелось бы быть поосторожнее с роботами. Надо научиться летать. Чисто воздух, оно не толкает. Так работать не будет. Анжуманя делать. Стрелять лазером из глаз хочу в новом году. Починить уменьшитель. Не нервничать из-за всяких пустяков. Ну вот как так, сука? Ну что это за хуй? Я мешал 10 минут, я разминал это говно в пакете. Ну и, конечно же, звери на клане. Ай, здрасте, с вами Даня Крастер. Сегодня у нас в обзоре сварка. Супер перекитайская, которую только можно найти. Погнали. Твори добро на всей земле. Блин, давайте перепишем дубль. Заело, короче, фразы с песни. Мысли твои верные, ты научи глупого. Твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо услышавшего тебя рядом. Да откуда я ее подцепил-то? Это из клипа про департамент добра, чья работа исполнять мечты и желания. Да, не хватает такой структуры в реальном мире, конечно. Тем более и рефер подходящий есть. Вы только посмотрите, какой новогодний клип сняли в МТС к своему 30-летию. Добрая история, красивое исполнение культовой песни от Зиверт и Дмитрий Нагиев, конечно же. Ну, а я думаю, вы знаете, что делать и где для этого ссылка. Вот такой вот замечательный новый аппарат мы прикупили. Фирму показывать не будем, потому что на условиях рекламы не можем. Поэтому черный квадрат название. Это инвертор. Новый. Технологии. Защита. Эффективность. Все, что мы так любим и все, что нам нужно. Не вижу причин не включить его в розетку. Что самое интересное, конечно же, что эта сварка получается раз, два, три, четыре, пять. 5 в одном, мать ее. Очень страшно все выглядит, как табло самолета какого-то. Ну ничего, мы с этим сейчас разберемся. Что самое интересное, в комплекте у этой сварки достаточно богатый набор, потому что когда покупаешь какую-нибудь европейскую сварку, все оно не так радужно. Даже иной раз провода тебе для массы не дадут. Здесь есть вообще все. Масса с нормальным проводом уже в комплекте. Перчатки, держак для электрода, его иногда не дают в аппаратах, которые могут, типа в ММА тоже. Куча наконечников, сопел, всяческих электродов, допустим, для плазмы и так далее, и тому подобное. Для Тига тоже целый комплект. Даже присадку дали, и таких электродов дали. Единственное, что не дали, это, наверное, сварочную маску в комплекте. Очень богато, очень много всего. Приятно. Давайте, пожалуй, начнем с обычного Мига-Мага, то есть полуавтоматической сварки. Для этого нам необходимо вот здесь выбрать режим соответствующий и переключить вот один из вот этих проводов. Я сходу не помню какой, но там всякие защиты есть, поэтому можно не ссаться. Я дебил. Пока не разобрался со всеми этими проводами. Так, это у нас идет на держак. Соответственно, можем подключить вот так, правильно? Ей, работает! И что же у нас есть по настроечкам этого нашего Мига-Мага? Ну, во-первых, мы можем выбрать Миг 2T, 4T. Повлияет на то, как он будет по кнопке отрабатывать. Мы можем выбрать диаметр проволоки, который будем варить 0,6, 0,8, 0,9 мм. У нас миллиметровая стоит. И Single P. SP. Это ручные настройки. То есть мы можем независимо регулировать подачу проволоки и вольты. Ништяк. Но я поставлю, пожалуй, на вот этот вот режим. Здесь он в зависимости регулирует подачу проволоки. Вот она вот здесь вот мигает. И напряжение, которое будет установлено. Ну, поставим это где-нибудь, там, я не знаю, 18 пусть будет. Дальше какие у нас здесь приколы еще относительно этого режима. Мы можем начать подавать проволоку, и мы можем начать подавать газ, продувку. Не знаю, зачем это нужно, но иногда пригождается. Также у нас здесь есть режимы 2, ну вот типа это memory, в памяти можно забить какие-нибудь
Вот, пожалуйста. Еще здесь есть настройки, соответственно, газа, которые вы будете использовать, потому что они немного отличаются. CO2, микс и флюсованная проволока. У нас на самом деле CO2, но микс, то есть с присадками какими-то. Поэтому выставим смесь. И еще есть такой параметр, как индуктивность. Он влияет, насколько я понимаю, на выпуклость или вогнутость шва. И его можно регулировать от минус 10 до плюс 10. Поиграемся еще с этим. Первый раз вообще встречаю такую настройку. Ну что же, будем варить. Есть у меня вот такие квадратики. Игрался с плазмой, пытался ее настроить. Поэтому будем их сейчас пытаться соединить, используя нашу прекраснейшую сварку. Вообще у нас есть куча других режимов, где это сделать было бы удобнее. Типа cold сварки. Но мы до этого еще дойдем. Вообще, на самом деле, самый главный вопрос сегодня: сможет ли вот этот вот один аппарат 5 в одном заменить 3 моих аппарата? 4 даже, по сути. То есть это полуавтомат, TIG, плазморез и электродная, типа контактная сварка. Вопрос. Давайте выяснять. Есть у нас такой вот домик. Штруляем. Ну, конечно же, у нас нет контакта. Куда ж ему взяться? Вау! Трещит. В общем, многовато, знаете ли. 15 вольт, 2,4 метра в минуту подачи проволоки. Попробуем так. И то многовато. 13 вольт, 1,2 проволока. Для прихваток маловато, а для шва? Вот это как раз тот момент, когда хочется поменьше проволоки добавить, и, возможно, еще стоит поиграться с этим индуктансом, чтобы уменьшить количество вальк. То есть я не хочу сильно прожигать, потому что, ну вот, типа, с обратной стороны у меня не вышло ни хера. Это, конечно, не очень хорошо, возможно, надо увеличить немного. Нижний шов мне нравится больше, потому что он полностью проварился. Возможно, просто быстрее вести надо. Ну или с индуктивностью сейчас поиграем. Короче, отстраивательные кубики. Вот это мне гораздо больше нравится в виде сварочного шва. С обратной стороны у нас тоже валик появился какой-никакой. А давайте попробуем просто вот на квадратике индуктанс типа минимально. Минус 10 сейчас стоит. И я выкручу максимально, посмотрим, что это за херь вообще. Это была минус 10. Сейчас я повернул на плюс 10. По виду шва, вот когда плюс 10, чуть-чуть он сильнее начал расплываться. Ну и, соответственно, вот этот вот мы варили индуктанс, типа минус 10 индуктивностью, а вот этот плюс 10. Будем варить в плюсе. В целом, почему я решил даже к полуавтомату другому присмотреться? Потому что у нас полуавтомат Synergetic, у него есть всего 2 крутилки. Толщина металла и количество самой сварочной ванны, сколько вы туда хотите налить. В каких-то моментах он работал нестабильно, проебал дугу, ну типа как-то вот плевался. Стало не хватать ручных настроек. Здесь, когда я варю, вообще все стабильно, то есть он прям такой херачит, напихивает проволоки, сколько мне надо. Это очень приятное ощущение, когда техника начинает работать как тебе нравится. Вот, и уже вроде как не стыдный шов получается после настроечек-то, а? Полуавтомат — это, конечно, все замечательно, но давайте пойдем дальше по настройкам, по его функциям. Контактную сварку хочу, ММА. А что мне мешает? Да ничего мне не мешает. Единственное, что мне надо сделать, это массу воткнуть на минус, а сам держак электрода на плюс. Ну или наоборот, они, в принципе, тоже будут работать. Соответственно, чтобы нам начать варить контактным электродом, нам надо переключить режим на ММА. Здесь у нас настроек никаких, вот он не щелкает, можно единственное амперы регулировать. Здесь тоже ничего нет. Поставим
ну 90 пусть будет. Здесь появляются интересные режимы, например, VRD, который относится как раз вот к этой ММА сварке. VRD — это Voltage Reduction Device, отвечает за падение напряжения, пока вы не варите, чтобы вас током не ебало, допустим, если будете варить где-нибудь, где вода. Мы его нахер отключим. Также здесь есть HOTA, который регулируется от единицы до 10, я не знаю, что это такое. Есть Hot Start, это штука, которая повышает напряжение при касании, чтобы проще было зажечь. На 5 поставим. И Force T — это форсаж дуги, который сопровождает процесс тем, что поддерживает горение, когда какие-то изменения в дуге самой происходят. 90 стоит, ну, хз, оставим на 50. Во. И это в целом все, можно варить. Эх, контактной сваркой не варил миллион лет. Как это делается-то, вообще забыл все. А Force Start вообще неплохо работает. Приятно. Обычно, когда дерьмовым аппаратом варишь, ты такой... Ткы. Залипло. Здесь еще антизалипание есть, зацени. Когда он понимает, что вы прилипли, он понижает напряжение, чтобы электрод у вас не поплыл, не расплавился. Сколько раз такое было? Видос есть у чувака, который тоже такой варит, и у него потом челюсть выпадает. Был бы у меня такой сварочный аппарат, я, может, полуавтомат не покупал бы. Ну ладно, давайте сделаем один шовчик. Посмотрим, что как. Шов готов. Где мой молоток? Вот какие-то такие пироги у нас тут происходят под шлаком. Давайте попробуем еще раз. То больно как-то расхлябано вышло. Вообще другое ощущение от сварки. Совсем по-другому себя дуга ведет. То есть теми аппаратами, которыми я варил дуговой сваркой, вот этой вот контактной с электродом, это была просто жопа. Ты варишь, она брызгает в разные стороны, что-то гаснет, прилипает. Здесь вообще песня. То есть вы посмотрите даже на количество брызг. У меня никогда такого в жизни не было. Ну и, собственно, сам шов. Как-то вот так вот это получается. Давно электрод в руке не держал. Понятно, что сварщик 80-го левела справится гораздо лучше, но я считаю, что это вот для электродной сварки заебись. Мне хватит. Не знаю, как вам. По-моему, ништяк. Дальше смотрим на тик-сварку. Здесь вот она выбрана. Соответственно, здесь у нее есть куча параметров вообще. Пульс, не пульс, ну типа предподача тока, постподача тока, сколько он будет опускаться по времени, сколько у него амперов будет в основном режиме. Если мы включаем пульс, то у нас еще появляется вот это вот херня, frequency, то есть его частота. Вообще насчет всех этих параметров тига я более подробно останавливался в видосе, называется как «Космическая сварка», про тиг-аппарат, так что здесь все это рассусоливать не будем. Она очень похожа на пайку террариумов. Принцип такой же. Вместо горелки паяльник, вместо присадочного прутка кусок олова. И вел я это все дело по меди. Frequency, пульс. Это, короче, баланс и сколько тока будет в базе. Ну, для сварки алюминия, это ДТП. Так, дальше у нас есть выбор четырехтактный, двухтактный. Двухтактный нажал, варишь, отжал, не варишь. Четырехтактный нажал, варишь, отжал, еще раз нажал, отжал, прекратил сварку. Ничего сложного. Ну и, в принципе, и все. Все настройки, которые есть. Вот какой-то такой результат у меня получился тигом. Тиговик, я, блядь, тот еще. Нет подходящего прутка присадочного. Один супер маленький, вот такой вот.
второй уже толстоватый. Такое вот, что-то среднее было бы прикольно. Очень плавно все работает, зажигается, стабильно горит. Короче, тик не очень сложно, просто надо вморочиться и посвятить этому какое-то время, чтобы придрочиться. Так ничего сложного нет. Ну а теперь заценим, что у нас творится в пульс-режиме. Врубаем пульс, что там по настройкам, Rise 0.1, префлоу нормально, постфлоу полсекунды нормально, frequency, ну пусть будет 50, пульс тоже 50, и база падает до, у нас там в районе 60 сейчас, по-моему, до 30. Да, где-то так, попробуем поварить алюминий. А вот хер мне в тапке, потому что алюминий этот аппарат не варит, по крайней мере тигом. Здесь нет режима постоянной полярности, постоянного тока. У алюминия какая фишка? Когда вы включаете пульс и DC на TIG аппарате, он постоянно меняет полярности, типа плюс-минус, туда-сюда. Но не все так просто. Он вышибает оксидную пленку, раскидывает ее в разные стороны. И у вас есть возможность сделать так, чтобы присадочная проволока растеклась по тому, что вы варите. Здесь же такого режима нет. В обычном режиме он создает только вот такой вот нагар на алюминии и ничего больше не делает. Могу показать, если интересно. Ну, такой дерьмище получается. То есть видно, что вот здесь нагар образовался. Здесь все в оксиде, блядь. Вот эти вот шарики, они никак не раскатываются. Короче, с алюминием он не варит. Швах. Теперь давайте попробуем поварить колд. Сваркой, холодной сваркой. Не та, что блевотная херня в тюбике, а настоящая импульсная холодная. Здесь настроечек особо никаких нет. Интервал, время, в течение которого будет происходить импульс, я так полагаю, это до 200 миллисекунд. Давайте попробуем по максимуму поставить пока что. Интервал 0. И до 10 он выставляется, до 10 секунд может быть, или до 1/10 тоже интервал, но я его поставлю в 0, чтобы у меня был один импульс. Current, ну пусть будет 75, давайте заценим. А давайте попробуем пульсом поварить чуть-чуть. Выставлено у меня 200 ампер в точке, интервал 0 и время 200. А если поставим время 100? Короче, здесь можно баловаться. Во-первых, толстые металлы вот так вот сваривать. Например, как здесь у нас происходит. Сварилось? Ну, что-то сварилось. Ну-ка, а если тига поставим? Прикольно. Можно баловаться. Давайте попробуем сварить две тоненькие проволочки вместе. Как вам такое? Колд, он же для этого и нужен. Поставим, например, 100. Ну, давайте вот этот вот электрод вместе сварить попробуем. Даже 40 ампер я поставлю вспышку. Жбдынь. И у нас проволочка сварена с охуительным шариком. Я уверен, что так и термопары можно делать. Хрен разорвешь, блин. Такие вот всякие ювелирные приколы можно делать, цепочечки варить, всякое прочее. Но еще очень большой плюс пульсовой холодной сварки, импульсной, можно так сказать, это сварка очень тонких металлов. Сейчас вот у меня в руке есть примерно 0,8, а то и миллиметровый. Миллиметр это не так уж и тонко. Давайте на нем попробуем, а потом вообще какую-нибудь фольгу возьмем. При этом у вас не происходит перегрев металла, его не ведет, все шито-крыто, классно. Ну, поехали. Маловато. 100 давай. Да. Чуть побольше. Нет, у меня пока получается только дырявить все это дело. Я подобрал, я подобрал.
Без присадки у меня точно не получается сваривать, но вот с присадочной проволочкой ставить точки эти вообще за радость. Короче, можно не прожигать, очень тонкий материал. Какой бы выбрать. Банку алюминиевую сейчас заварю. Я не смогу алюминий сварить, потому что здесь нет функции сварки алюминия. Есть у нас что-то тонкое, может быть, блядь, какая-нибудь пружина, я не знаю. Совсем тонкого что-то не оказалось. Давайте проверим, как он на нержавеечке будет себя вести. 50 ампер ставим. Ну и время 200 пусть будет. Все же это, скорее всего, миллисекунды. Вообще не берет. А соточка? Соединилась. Значит, можно 150 смело. Да. Вот она, идеальная холодная сварка. Зацените. И это, кстати, не ржавейка. А, нет, ржавейка. Какая-то сталь. Короче, нержавейку тоже можно варить. И последнее, что нам осталось проверить, это плазморез, как он режет металл. Перед тем, как мы перейдем к этому, я хотел бы проверить, забыли посмотреть, как варит полуавтомат жирненький металл. Толстый шов, как он кладет. Знаете, хотелось переключиться на полуавтомат, только хер мне в тапки, потому что он повис. Это единственное, что он переключает. Ну-ка, вырубим. Cold. ММА. И пиздец. Что за дела? Где-то что-то нажато, я не понимаю. Все. Блин, залипла кнопка. Охуеть можно. Все. Работает. 23 вольта, 6,4 метра в минуту проволока. Поехали. Вау. Звук страшный, а шов красивый. Ай да я. Сначала немного навалил, ну да ничего. Ну как-то вот так вот это выглядит все. Да, вот так вот. А я его сейчас как разрежу, да мы посмотрим, что внутри у нас по заполнению, правильно? Еще со второй стороны пройдусь. А этот еще красивее вышел. Сходил я, прорезал эту штучку, протравил азотной кислотой разбавленной. Давайте посмотрим на валики, которые образовались. Сварщик я тот еще, короче. Вот здесь не доварил, вот здесь не доварил. То есть с одной стороны я вот так вот воткнулся, а с другой стороны я больше, наверное, как-то вот так вот воткнулся, типа больше в эту стенку. Но в любом случае, какой-то провар присутствует, кавер нет, точек нет, всяких включений говна. Шовчик пизда, останется только просто руку поставить и параметры выставить, и можно вот такие вот толстенькие штучки варить. Вспомнил я, как алюминий варится. Варится он на переменном токе, сука, а здесь только постоянный. Это большой минус этого аппарата, потому что 6 в одном включает в себя тик. А тик без переменки, то есть без возможности сваривания алюминия, ну, блять, ну ёбаный в рот. Ну, типа такой... Не круто, совсем не круто. Это большая недостача, и придется оставлять еще второй сварочный аппарат к этому всему, который умеет в сваривании алюминия. Ну да и ладно, полуавтомат мне понравился, как здесь работает. Само собой, у каких-нибудь опытных сварщиков пригорит жопа, потому что они сидят на ручной настройке, на таких здоровых аппаратах, где куча крутилок вручную или там каким-то циферблатом, которые относятся только к конкретному типу сварки, типа аппарат тик сварки, большой аппарат, полуавтомат со всеми настройками, там префло, постфло. Даже для контактной сварки на самом деле можно купить хороший аппарат и варить себе всласть в удовольствие. Последнее интересное, что осталось в этом дружке нашем, это плазменная резка. Давайте заценим. Ну и, собственно, последняя его функция, это, конечно же, плазменная резка. Это очень круто, когда в аппарате есть прямо аж такое. Вот мы его выбрали.
Здесь у нас нет ни хрена, кроме выбора двухтактный, четырехтактный. В принципе, можно на какой-нибудь ЧПУ повесить, включить четырехтактный, и пусть он вам режет. Также здесь пост-флоу, 1 секунду поставим. И амперы 50 это максимум. Соответственно, давайте поставим 40. У нас с 40 попробуем порезать. И само собой не забывайте переключить горелочки. Соответственно, вместо тига у нас идет плазменная горелка. Подключается она вот этими вот двумя кабелями. Вот это у нас отваливается. А вот эта масса, она подключается в плюс и идет, соответственно, на массу. Сама горелка из себя представляет вот такую вот штуку. Достаточно хороший пластик у держака. И сделан не стыдно он. Эта штука не вертится. Но внутри она устроена как любая классическая такая дешевая плазменная горелочка. Это непосредственно сама горелка, электрод. Вот эта штука называется завихритель, сопло и керамический экран. Собирается все вместе. Соответственно, ею уже можем резать все, что наварили, или разрезать то, что будем сваривать. Происходит это достаточно просто, как вы можете заметить. То есть миллиметровую или 0,8 это сталь он вообще на изи берет, то есть практически не замечает. Ну, соответственно, то, что варили, давайте и разрежем. Где эта херня? Для этого мне понадобятся очки сварщика прошлого века, газосварщика. И то светловато в них будет. Ну что, пробуем. Ну и, собственно, такой вот рез у нас получается, потому что ведем мы рукой, мотыляет горелку туда-сюда, и никакой перпендикулярности мечтать не приходится. Но, тем не менее, успешно прорезает восьмерку вообще без каких-то проблем. Единственный геморрой с этим материалом в том, что он упрочняется, то есть закаливается, и потом обрабатывать механически его сложнее, чем голый металл. Это видно по тому, как вот здесь вот цвета побежалости у нас побежали по металлу. Ну и давайте этим аппаратом, что ли, елочку сделаем. Выпуск-то новогодний все-таки. Где моя горелка? И сюда не влезет ни одна елочка. Идиот. Ну, как-то так, наверное, да? Нихуя себе. Не ставьте магнит в зоне реза, потому что может быть а-та-та. Дугу сбивает. Электромагнитные там всякие эти квантовые кванты. Че это за хуйня? Он тупо вырубился. Чё? А, ну правильно, мы ее в C16 автомат воткнули. Да, конечно, стоило бы сопло заменить, когда паз резал. На второй детали получилось достаточно всратненько. Хотя на первой вообще шоколадно. Но соединятся ли они вместе? Нет. Есть елочка.
Ну-ка. Заварю ее, пожалуй, полуавтоматом. Это обычная черняга у нас. Ну а потом перейдем к елочным игрушкам. Праздник же ебаный в рот все-таки. Красота. Дерьмовые какие-то пружинки вышли. Ну и финальный аккорд, пожалуй. Итак, елка 2023 готова. А хер ли вы хотели? С помощью сварочного аппарата 6 в одном. Какой год, такая и елка. И, кстати, спасибо всем, что поставили лайк под этим видео и подписались. И самое печальное, знаете что? Видео закончилось.